Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и гости моего канала. В данном видеоуроке мы с вами вяжем корзину крючком узором елочка. Узор елочка чем-то похож на плетенку, но он все равно немножко другой. Я покажу, как вязать этот узор по кругу. То есть, связав корзину, вы в принципе можете вязать по кругу сумочку этим узором, все что угодно. Итак, вязать буду из шнурочка карамель. Смотрите, цвет у меня такой вот гляссе, да, толщина здесь 5 миллиметров, это полиэфирный шнур, длина 75 метров. Вязать буду крючком номер 5,5. Приобрести такой шнур можно на сайте Пряжа Центр. По моему промокоду будет скидка 10%. Все реквизиты магазина и промокод на скидку оставлю в описании под данным роликом. Итак, приступаем. Основу вы свяжете самостоятельно. Я опять же, так как у меня на сайте есть несколько видеороликов, как вязать идеальный круг крючком. Я оставлю ссылочку в описании под роликом, а мы с вами уже перейдем сразу непосредственно к вязанию самого узора. Итак, основа для моей корзиночки готова. Как вязать идеальный круг крючком узором галочки в раскол, у меня есть подробный мастер-класс на моем канале. Ссылку оставлю в описании под данным роликом. Сейчас же приступаем непосредственно к вязанию самой корзины. Первый ряд мы провяжем просто столбики без накида. Когда мы вяжем идеальный круг, количество петелек у нас получается четное. То есть для этого узора необходимо четное количество петель. Итак, набрали первую петельку, вяжем за заднюю полупетлю и за перемычку. Идем по кругу и провязываем просто столбики без накида. Со второго ряда начнем уже вязать основной узор. Итак, провязали первый ряд. У меня получилось 30 столбиков без накида. Еще раз напомню, что количество петелек должно быть четное. Теперь приступаем к вязанию самого узора. Вытянули вот эту петельку. Переходим на новый ряд, вытягиваем ее. Так. Здесь с изнанки вот так вот потянули, сделали ее маленькой, и с изнанки вот так вот провязали, да. Идем в раскол петельку нашу, которая под этой вытянутой петлей, вытягиваем вот эту петельку, делаем ее вот такой на уровне этой маленькой петли, да, и потом маленькую протягиваем через большую. Провязали первую петлю. Далее в узоре будем задействовать сразу по 2 петли. Да, смотрите, первый столбик без накида, второй. Мы ныряем в основании второго, вытягиваем петельку вот так вот на уровне этой петли, и та петелька, которая та первая петелька не задействована, за заднюю полупетлю крючок вводим и протягиваем вот так вот все вместе. Смотрите, то есть у нас сейчас эти галочки идут вот туда вправо. Далее вот этот столбик мы провязываем. Далее снова у нас 2 столбика без накида. Идем сразу в основании второго, нырнули, вытянули петельку и за заднюю полупетлю первого вот так вот протянули и провязали столбик без накида. Вот у нас эти галочки ровненько ложатся вот так вот вправо.
Далее снова я говорила, что количество петель должно быть четным, потому что всегда задействованы по 2 петельки, снова 2. Внизу вы хорошо можете ориентироваться, у нас между большими галочками будет ровно 1 шаг. То есть одну внизу пропускаем и под следующую ныряем, вытянули и за заднюю полупетлю. Вот так вот все протянули вместе и провязали. И под эту косичку, в основании которой мы ныряли, мы провязываем столбик без накида. Я думаю, понятно объяснила этот ряд. Этот ряд узора вяжется таким образом, второй ряд по-другому. У нас галочки будут смотреть в другую сторону. Поэтому довязываем до конца этот ряд. Покажу, как мы вяжем второй ряд узора. Итак, довязываю первый ряд узора. Смотрите, остается одна вот эта петелька. Но мы ныряем длинную петлю вот сюда, в основании той первой петельки, которую мы провязывали в первом рядочке узора. Как раз они у нас внизу, смотрите, будет ровненько шаг. Так, длинная петелька, пропускаем. Здесь будет длинная петелька, пропускаем, длинная петелька. Все ровно. Ныряем. За заднюю полупетлю вытянули, разложили как необходимо все наши вот эти длинные петельки. Вот, и теперь делаем длинную петельку, закрываем первый ряд узора. Так, вот здесь с изнанки один раз провязали. Вот так вот вытянули нашу петельку с изнанки. Ныряем вот сюда. Смотрите, будем нырять вот в основании вот этого нашего второго ряда. Там, где мы провязывали просто столбики без накида, когда вязали наш узор. И вытягиваем длинную петлю. Вот таким вот образом. Так, теперь у нас все петельки будут идти вот в эту сторону, да, влево. Сначала провязываем столбик без накида, потом формируем длинную петельку, вытянули ее на основании, такую же, как и вот эта наша коротенькая, на такую же высоту. Ныряем под следующую петлю, вытягиваем и вот эту третью протягиваем через 2 предыдущие. Вот таким вот образом. Далее снова мы провязываем столбик без накида. В основании второго ряда, то есть под ту петельку, где в предыдущем ряду она у нас была просто столбиком без накида, мы вытягиваем длинную петлю на уровне вот этой коротенькой. Под следующую косичку вытягиваем петельку и эту третью через 2 предыдущие. Смотрите, какой замечательный получается узор. Какая красота получается. Так, далее снова мы провязываем столбик без накида, длинную петельку, вытянули короткую и эту третью через 2 предыдущие. И вот так у нас красиво ложатся галочки. Так, то есть мы практически будем чередовать первый и второй ряд узора. Я сейчас закончу этот ряд, покажу, как перейти на новый. Итак, довязываем второй ряд узора. Столбик без накида провязали. Ныряем. Так как у нас плоский шнур, старайтесь, чтобы петелька выходила красивая. Вытянули третью петельку и 2 предыдущие пропустили через третью. Смотрите, так как узор здесь чередуется, длинные петельки, короткие петельки, да, нам осталось провязать еще столбик без накида, то есть коротенькую петельку. Так, далее вытягиваем вот эту петлю. Опять будем чередовать, да, то есть у нас сейчас галочки снова пойдут вправо. Покажу, как мы переходим на новый ряд.
с изнаночной стороны сделали воздушную петлю. Так, и вытягиваем длинную петельку, вот эту маленькую пропускаем через нее. То есть вяжем точно так же, как я вам показывала дальше, вот этот первый ряд узора. Сделали вот эту большую петельку длинную, и теперь нам надо провязать столбик без накида. Смотрите, вот этот столбик, вот мы вот эту петельку немножко вот так вот отковырнули, да, и вот этот вот провязываем столбик без накида, провязали. И далее мы видим, вот у нас опять будут задействованы 2 петли. Так, под основу предыдущего ряда ныряем, захватываем заднюю полупетлю не провязанной петельки, вот так вот, и провязываем столбик без накида. То есть, смотрите, опять снова 2 петельки задействованы. Тут видно, да, там, где был столбик без накида в предыдущем ряду, мы должны нырять под него. Вытягиваем петли в эту сторону и захватываем заднюю полупетлю не провязанной петельки. Вот так вот. И дальше столбик без накида. Столбик без накида над. Смотрите, мы в основании этой петельки провязывали длинную петлю, столбик без накида над этой петелькой. Вот, чтобы у нас получалась вот такая вот елочка. То есть я вам еще раз повторяю первый ряд узора. Да, вы понимаете, я уже и сейчас еще раз довяжу этот ряд до конца и покажу снова, как перейти нам на следующий ряд, когда у нас галочки будут в эту сторону. Я думаю, что в принципе все понятно объяснила. Смотрите, чтобы ваши петельки нигде не затерялись. Обращайте внимание, что чередуется всегда длинная петелька, короткая петелька, длинная вытянутая петля и столбик без накида. Смотрите, не пропустите, иначе вы просто нарушите ваш узорчик. Вяжем самостоятельно этот ряд. Еще раз быстренько покажу переход. Итак, заканчиваем третий ряд узора. Так, провязываем длинную петельку. Провязываем длинную петельку. Так, смотрите, у нас снова чередуется длинная петелька, столбик без накида. То есть нам надо провязать столбик без накида. И все, и закрываем этот ряд, переходим на новый ряд. Закрываем точно так же. Подтянули эту петельку, провязали ее с изнаночной стороны, то есть вот так вот. И теперь у нас длинные петельки снова идут в эту сторону, идут налево. Так, смотрите, делаем шаг назад. И вот эту коротенькую протягиваем через длинную. Да. Далее провязываем столбик без накида. Длинную петельку в основании предыдущего ряда, где было провязан у нас просто столбик без накида, и захватываем 3 петельки на крючке у нас, да, и вот так вот провязали. Снова провязываем столбик без накида. Смотрите, как красиво ложатся петельки. Я уже несколько раз показывала и в одну, и в другую сторону. Так, еще раз. В основании предыдущего ряда, где был просто столбик без накида, под следующую петлю 3 петли на крючке провязали. И дальше просто столбик без накида. Вот какие у нас образовываются галочки.
Так, далее вяжем самостоятельно. Делаем необходимую нам высоту корзины. Я еще покажу, как закрывать ряд. Так, довязываю последний ряд. У меня получается высота моей корзиночки 7 сантиметров. Мне этого вполне достаточно. Или по-другому 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядков именно узора, либо всего 7 рядочков, потому что мы первый же просто вязали столбики без накида. Так, довязываю до конца. Так, и столбик без накида. И последний ряд мы пройдемся просто соединительными петельками, просто соединительной косичкой, как я люблю, чтобы укрепить стенки. Смотрите, вытягиваем петельку, крючок в соседнюю петлю и вот так вот. И теперь соединительной косичкой по всему краю, чтобы у нас были плотные красивые стенки нашей корзины. Вот так выглядит косичка. Провязываем самостоятельно весь ряд, и я покажу, как закрыть, как сделать красиво последнюю петельку. Так, смотрите, вот отсюда я начинала, и вот куда я дошла, да, хвостик я уже обрезала. Теперь вот эту шнурочек наш вытягиваем и делаем искусственную косичку, последнюю. Заходим с изнаночной стороны. Все. Края у меня обвязаны. Моя корзиночка готова. Сейчас спрячу хвостик. Покажу, как она выглядит. Вот такая корзиночка у меня получилась. Она небольшая. Диаметр 10 сантиметров. Да, и высота 7 сантиметров. Я, в принципе, главная цель у меня была показать, как вяжется вот этот рисунок елочка по кругу. То есть этим узором вы можете вязать не только корзины. Он очень интересно будет смотреться при вязании, для вязания сумочки. Поэтому, если вам полезен был мой видеоурок, мой мастер-класс по вязанию вот такого вот узора, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.